Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим про гаджет от компании Aqara, который объединяет в себе множество полезных и востребованных функций. Это и ZigBee 3.0 шлюз, который позволяет управлять и получать данные от множества устройств, оснащенных этим интерфейсом. Это универсальный инфракрасный контроллер, способный заменить десятки пультов дистанционного управления. А еще это IP-камера со съемкой в разрешении 2К, оснащенная искусственным интеллектом, способная распознавать не только движения, но и людей, животных, лица и даже жесты. Ее возможности, работу в родной системе Aqara Home, а также интеграции в Apple HomeKit и Home Assistant мы с вами рассмотрим в этом обзоре. Тип устройства: шлюз, камера и К-контроллер. Модель ZN-SX-J13LM. Интерфейсы Wi-Fi 2.4 5 ГГц ZigBee 3.0. Камера 2304 на 1296 H264. Обзор. По горизонтали угол охвата 110 градусов, поворота 340 градусов. По вертикали 30 с поворотом на 15 градусов. Функции: детекция движения, распознавание лиц, определение человека, животного, идентификация лиц, жестов, круиз. Хранение microSD до 128 ГБ. Питание USB Type-C до 10 Вт. Рабочая температура от минус 10 до плюс 40 градусов Цельсия. Размер 123,4 на 85,1 на 67,8 мм. Система управления Aqara Home с поддержкой Apple HomeKit. Ко мне попала версия для китайского рынка, о чем свидетельствуют и иероглифические надписи на коробке. Оформление стандартное для Aqara, фото гаджета на белом фоне и краткое описание. На боковых сторонах в виде пиктограмм изображены основные функции: 2К камера, ночная подсветка, искусственный интеллект, обзор 360 градусов и К-контроллер и ZigBee шлюз. На нижнем торце перечень параметров устройства, которые я уже озвучил. Можно разве что добавить, что карта памяти должна быть не ниже 4 класса и отформатирована в FAT32. Стандартный комплект поставки включает в себя камеру, блок питания и USB-USB-C кабель. Сейчас доступны предложения, где добавляют настенный крепеж и что-то вроде чехла, который представляет собой шапочку с ушками. Комплектный блок питания имеет плоские контакты вилки и рассчитан на максимальный ток нагрузки до 2 А при напряжении 5 вольт. Внешняя камера выполнена в форм-факторе, который я называю грибок. Внизу находится неподвижная основа, вся верхняя часть вращается вокруг своей оси. В центре находится кнопка с светодиодной подсветкой по кругу. Ее основные функции стандартные для шлюзов: 3 нажатия подключения новых устройств, удерживание 10 секунд сброс сетевых настроек, 10-кратное нажатие сброс заводские. С задней стороны находится динамик, место его расположения легко можно определить по перфорации на корпусе. Внутри грибка находится еще один подвижный блок камеры. Камера может регулироваться по вертикали. По бокам объектива находятся два микрофона, справа датчик освещенности. За полупрозрачным корпусом прячутся светодиоды ночной подсветки и управление по ИК-каналу. В нижней части стандартное штативное крепление. Оно пригодится при использовании с настенным креплением, про которое я уже упомянул. В спящем режиме камера должна физически скрывать объектив в корпусе, поднимая его вертикально вверх. Рисунок на этой части делает ее похожей на спящее лицо. Роль рта выполняет картридер для microSD карты. Я установил 128 гигабайтный накопитель. Он, как и заявлено производителем, определился камерой корректно. Перейдем к логической части, управляющему приложению Aqara Home. Здесь и далее, если вы видите на экране 3 скриншота, это версия под Android, а если 2, это iOS. Я не хочу дублировать одну и ту же информацию, поэтому буду их чередовать. Процесс подключения стандартный, подаем на камеру питания и выбираем ее из списка устройств. Далее принимаем условия соглашения и переходим к сопряжению. По умолчанию камера автоматически переходит в этот режим. Если вдруг диод не мерцает, сбрасываем сетевые настройки 10-секундным удержанием кнопки. После этого выбираем сеть. Конечно же, надо выбирать 5 ГГц вариант. Следующий шаг показывает сгенерированный QR-код, который нужно дать считать камере с экрана телефона. После голосового подтверждения камера перезагружается с новыми настройками и появляется в системе как новое устройство. Вот так она видна в перечне подключенных устройств и на главном экране приложения Aqara Home. Нажав на кнопку с изображением треугольника Play на плитке камеры, прямо на главном экране можно запустить режим живого видео.
Его можно развернуть на весь экран или показывать в отдельном окне поверх других. На версии плагина под Android, актуальной на дату обзора, тут один основной экран с таймлайн, шкалой, на которой видны интервалы времени с записями и без. Здесь можно поменять качество видеопотока, а при помощи кнопок внизу управлять спящим режимом, видеозвонком и воспроизведением. Есть возможность записать изображение с камеры на телефон видеороликом или фотографией. Видео можно развернуть на весь экран. Дата и время корректные, не китайские, а часовой пояс подтягивается актуальный. Само изображение в этом режиме идет с небольшим таймлагом, примерно секунд 5. В этом режиме доступны те же функции по воспроизведению записанного видео с таймлайна, качеству потока и опциями с кнопок. Версия под iOS, которая на этом экране, отличается. Тут три основных экрана, на первом из которых находится управление поворотом камеры, меню установки точек просмотра справа и управление ИК-базой слева. С него и начнем. Нажав на кнопку ИК пульт ДУ, попадаем в перечень сохраненных пультов, которая у меня пока пустая. Поэтому сразу переходим в добавление нового пульта. Тут открывается выбор типа устройства или пользовательский пульт. Для теста я выбрал телевизор и из длинного списка производителей нашел своего, у меня Xiaomi. Далее идет подбор пульта, где надо выбрать тот набор команд, на который будет реагировать устройство. Этот путь одинаков для всех вариантов добавления, кроме пользовательского. Там надо считывать команды с оригинального пульта. Сохраняем пульт, даем ему подходящее имя и выбираем локацию. Теперь в перечне доступных пультов есть телевизор. В таком режиме можно не просто управлять устройством из любой точки мира, но и сразу увидеть результат. Пригодится, если забыли выключить телевизор и ушли из дома, или наоборот, надо создать эффект присутствия при длительном отъезде. Правая кнопка «Локация». Кроме предустановленных крайних положений, позволяет сохранить нужные ракурсы поворота камеры, чтобы в дальнейшем переключаться в них одним кликом. Второй экран плагина дает доступ к функциям искусственного интеллекта. Первая опция включает режим отслеживания человека. Камера, определив в кадре фигуру человека, будет за ней следить, поворачиваясь в нужном направлении. Запись в режиме слежения за человеком. На животных камера в этом режиме не реагирует. А вот так это выглядит со стороны. Я не управляю камерой, это автоматика режима слежения. Записи в журнале сработок от камеры содержат в себе сообщение о том, что именно обнаруживала камера. Часовой пояс актуальный, не китайский. Следующий режим отслеживания животных оценят те, кто хочет наблюдать за своим питомцем во время отсутствия. В этом режиме камера определяет то, что в кадре животное, и начинает следить за ним, игнорируя людей. В камере имеется функция распознавания лиц. То есть, буквально, свое лицо можно сделать триггером для автоматизации. При первом запуске активируется небольшой гайд на 4 страницах, который описывает, зачем это все нужно. Добавление лица сводится к тому, что нужно сделать селфи при хорошем освещении, правда придется снять любимую шляпу. И загрузить фотографию в приложение, после чего дать имя. Чуть дальше я покажу, как это работает, а пока изучаем дальше. Распознавание жестов. Всего есть 5 жестов, которые камера сможет распознать и действительно распознает в пределах 3 метров от себя. Это тоже удобно и вполне применимо в быту. Функция круиз позволит запрограммировать камеру на автоматическое переключение между точками съемки, причем точки те, что задаются на первом экране в меню локаций. Максимальное время работы в этом режиме 5 часов. Выбираем нужные точки из списка и расставляем их в нужной последовательности, которая может меняться. Нужно задать имя для набора точек круиза, таких наборов может быть несколько.
Длительность пребывания на каждой из точек может настраиваться в пределах от 5 до 60 секунд, по умолчанию 10. Камера, работающая в режиме круиза. Перейдем в меню настроек. Тут, как видите, опять Android, и на этих экранах все совпадает с iOS версией. Большая часть опций стандартны. Как всегда, сразу проверяем наличие новой версии прошивки. Все интересное скрывается в меню настроек. Пройдемся по основным пунктам. Меню камера. Кого раздражает светящаяся кнопка устройства, подсветку можно отключить. Причем можно только в заданный интервал времени. В разделе видео можно убрать штамп времени в кадре, настроить переворот и ночную подсветку. Кстати, в Android версии, по крайней мере у меня, при попытке нажать на меню установка, имеется в виду положение камеры, ничего не происходит. В iOS версии меню переворота изображения работает нормально. Для режима ночной подсветки, имеется в виду ИК-диоды, есть три положения: автоматическое переключение и постоянные режимы включено и выключено. Хочу отметить, что свет от ИК-диодов камеры практически не заметен, только если приглядываться, и то не дальше полуметра. Меню сна. В этом режиме камера перестанет транслировать изображение. Этим режимом можно управлять как вручную, кнопкой с изображением глаза в плагине, так и настроить таймер сна. В плагине и в самом приложении камера действительно ничего не показывает, но при этом, как было заявлено, она не поднимает объектив, демонстрируя спящее лицо. Что я не пробовал, добиться, чтобы объектив поднялся и скрылся в корпусе, у меня не вышло. В этом режиме нет доступа к таймлайну, просмотреть записи нельзя. Также они не создаются за тот период времени, что камера находится в режиме сна. Из оставшихся в меню камеры опция громкости динамика. Кстати, на максимуме он очень громкий. Режим записи на SD-карту тоже настраивается. Он может быть непрерывный, только событий или вообще отключен. Следующая настройка касается управления поворотом. Камера может запоминать свое положение, это режим по умолчанию. Может устанавливаться в центральное положение. Калибровка поможет, если по какой-то причине у камеры съехали крайние точки. В меню обнаружения можно включить или выключить различные режимы распознавания. Причем для каждого из них можно задать время работы, возможность отправки уведомлений и их частоту, а также запись этих событий. Меню обнаружения движения несколько шире остальных. Кроме настройки чувствительности, тут есть три варианта: слабая, средняя, высокая. Есть возможность указать, какие области кадра игнорировать при движении в них. Еще из интересного есть режим обнаружения аномального звука. Четкого определения нет, но, например, на звон разбитого стекла в тишине точно отреагирует. Распознавание жестов не может работать одновременно с распознаванием объектов. Зато можно при помощи таймеров работы разделить эти режимы, указать время, когда камера будет распознавать жесты, а когда следить за котом. Само распознавание тоже имеет два режима: просто жесты без привязки к тому, кто их показывает, или только после успешного распознавания лица. Про основные моменты я рассказал, пора переходить к возможностям устройства в автоматизациях. Начнем с режима «Если» триггера автоматизации. Им может быть любой из перечисленных ранее объектов или аномальный звук. Думаю, что не ошибусь, показав меню управления жестами. Тут не просто пункты, тут иллюстрации, как это должно выглядеть. Выберем жест под названием 2. Поставим на него включение светодиодной ленты, а на жест 5 выключение. Чуть дальше проверим, как это будет работать. А в режиме «Тогда», то есть действие автоматизации, тут куда больше вариантов. Первые два — это режим сна, кстати. Камера может поворачиваться в заданную ранее локацию, воспроизводить звуки, записывать видео, включать и отключать любой из режимов распознавания и даже калиброваться. Поставим на жест «Хорошо» звук выстрела из ружья, просто как пример работы. Более практичным, конечно, будет использование в качестве дверного звонка или сигнализации. Вот так это работает. Скорость реакции вполне достаточна для бытового использования. Проверим еще распознавание лица, которое установлено в качестве триггера сценария. Действием будет проигрывание мелодии. Проверяем.
Наконец мы добрались до таймлайна. Тут в принципе все просто. Участки, отмеченные цветом, означают, что в это время велась запись. Выбираем нужную дату и время и смотрим, что камера записала. На мой взгляд, оптимальный режим записи по событиям, но кому надо, можно писать непрерывно. Пример съемки при ярком искусственном освещении. Запись делится на фрагменты длиной по 1 минуте. Они идут один за другим. Разрешение 2304 на 1296, битрейт 2 мегабита, 19 кадров в секунду. С такого расстояния камера уже узнает меня в лицо. Это будет отображено в журнале сработки. С камеры можно инициировать видеозвонок. Для этого нужно на 5 секунд зажать кнопку на ее корпусе. В приложении придет уведомление о звонке. Кликаем на него и попадаем в плагин камеры и можем поговорить с тем, кто вызывает. Камера является ZigBee шлюзом с поддержкой новинок с интерфейсом ZigBee 3.0. Процесс добавления стандартный. В моем случае это второй шлюз в Aqara Home, поэтому при добавлении у меня есть выбор, к какому из них подключаться. Тут все просто, какой ближе, к тому и подключаем. Подключать можно и без приложения, трижды нажав на кнопку камеры. Это активирует режим сопряжения. Перечень подключенных устройств можно посмотреть в настройках в меню «Связанные устройства». Камера является участником общей системы сигнализации Aqara Home. Важно заметить, что это одна общая система на уровне логического дома. Она имеет 3 режима работы и может задействовать различные устройства. Тут мы видим и датчики, подключенные к шлюзу M2 и к шлюзу камеры, и саму камеру как полноценного участника этой системы. Любой из ее возможных триггеров может служить как активатор сигнализации, включая звук. Также напомню, что каждый из режимов сигнализации может иметь несколько таких активаторов. Кроме этого, камера может выполнять роль и звукового оповещателя, благо динамик у нее громкий. Перейдем к Apple HomeKit. Так как я изначально добавлял камеру в Android версии приложения, она еще не подключена сюда. Если вы будете использовать iOS версию, то камера будет пробрасываться сюда прямо на начальном этапе, а я сделаю это уже вручную. Процесс подключения стандартный, сканируем QR-код, который нанесен на нижней части, устройство опознается как камера. Немного ждем, пока завершится процесс подключения и новое устройство добавляется в дом как камера видеонаблюдения. В меню дома вместо обычной плитки она отображает картинку с камеры, которая меняется каждые 10 секунд. Автоматически добавляется еще датчик движения, это сущность самой камеры, он активируется по движению в кадре. Так как Apple HomeKit использует локальное подключение, то и видеопоток с камеры тут идет в онлайне без задержек, как в родном приложении Aqara Home. Разумеется, если вы тоже находитесь в этой же сети. Если удаленно, все зависит от качества интернет-соединения. На уровне HomeKit можно создавать ряд автоматизаций. Сюда из Aqara Home пробрасывается система сигнализации, ее статусами можно управлять. Все синхронизируется с базовым приложением. Два аксессуара, по умолчанию прописываемые камерой, это как раз логический датчик движения, работающий по картинке в камере, и сигнализация. Средствами HomeKit можно управлять и распознаванием лиц, но это уже фишка от Apple, а не конкретно этой камеры. Поэтому, чтобы не перегружать обзор, я не буду останавливаться на ней. Датчики, которые подключаются к камере как шлюзу, автоматически появляются в HomeKit. Тут уже показанные ранее датчики температуры и влажности, движения и освещенности Aqara T1. Обзоры про них вы можете посмотреть на моем канале. Что интересно, в списке мостов Apple HomeKit камеры нет, тут только шлюз M2. Но при этом, как мы уже убедились, датчики, подключенные к ней, отлично сюда пробрасываются. Пример работы датчика движения. Когда в кадре никого нет, то и датчик отключен. Как только камера видит движение, срабатывает и датчик. За время тестирования сбоев или тормозов в отработке движения я не замечал. Вариант отображения вертикальной ориентации. Справа внизу иконка перечня аксессуаров, управлять которыми можно прямо отсюда, даже наблюдая за этим в прямом эфире. Пользователей Apple HomeKit я уже заинтересовал, пора поговорить о Home Assistant. Камеру возможно использовать и здесь. Вот уведомление, которое я получил при добавлении устройства в сеть. Для интеграции используется ровно тот же механизм, что и для Apple HomeKit. Плюсом является то, что никаких доработок или перепрошивок не требуется, это штатная функция. К особенностям этого метода относится то, что он поддерживает только одно подключение. То есть, если вы уже подключили в HomeKit, в Home Assistant камеру уже не подключить и наоборот, но есть обходной маневр. При подключении вводим руками цифры, которые находятся возле QR-кода.
Подключение тоже проходит на локальном уровне без зависимости от интернета и облаков. В систему залетает не только камера, но и подключенные к ней датчики. В моем случае это температура и влажности и движение. Все так же, как в оригинальном HomeKit. Вот видим на плитке интеграции 3 устройства и 8 объектов. Это камера и 2 датчика со своими сущностями. К слову о обходном маневре с HomeKit. Если требуется все же пробросить камеру туда, то можно использовать еще одну интеграцию, которая имеет обратное действие. Не подключает, а наоборот транслирует в HomeKit устройство из Home Assistant. Он подключается в режиме моста. Вернемся к нашей камере с датчиками. Вот так они выглядят в перечне устройств интеграции. Датчики отображают уровень заряда элементов питания. Вот сущности, которые пробрасывает камера, аналогично Apple HomeKit. Видеопоток, датчик движения по изменению картинки в кадре и все та же панель управления сигнализацией. Датчик тут тоже работает корректно и без задержек. Камера работает корректно, сущность относится к существующему домену, видеопоток идет в онлайне без задержек. Я уже говорил, что в режиме сна камера, попавшая ко мне на обзор, почему-то не прячет объектив в корпус, просто отключается поток в родное приложение. Но через интеграцию Apple он продолжает идти. Надеюсь, что эту ошибку уберут. Вот что отдают датчики. Как и в Apple HomeKit, для датчика движения тут отсутствует параметр освещенности, а для датчика климата параметр атмосферного давления. И еще у нас осталась панель управления сигнализацией. Сущность определилась корректно в домене Alarm Control Panel. Есть 3 режима: охрана дома, охрана не дома и снято с охраны. Все режимы работают корректно. Эта панель управляет все той же общей сигнализацией Aqara Home. По сути, все настройки, триггеры, задержки, реакции, отключения проводятся тут. В Apple HomeKit и Home Assistant пробрасывается только панель управления. Все работает синхронно. Правда, тут есть еще один режим – ночь. В Apple HomeKit, кстати, тоже 4 режима, аналогично родному приложению, включая ночной. В Home Assistant этот режим виден при его активации, его можно отключить, но установить можно только охрана дома или охрана не дома. Устройство получилось действительно многофункциональным, однако стоит понимать, что использовать все его возможности можно только в базовом приложении Aqara Home. Хотя ее работа зависит от интернет-соединения и доступности облаков, чисто с практической точки зрения она полностью применима, хотя и не такая отказоустойчивая. Автоматизации с использованием распознавания жестов или лиц удобны и работают быстро. Без вмешательства в штатную прошивку устройство можно интегрировать в Apple HomeKit, либо по такому же принципу в Home Assistant. Но при таком использовании недоступны такие опции, как управление поворотами камеры, ИК-контроллером, круизом, режимами распознавания и получениями данных по распознаванию объектов. Так что без Aqara Home тут полностью не обойтись. На этом все. Надеюсь, что видео было вам полезным и интересным. Буду благодарен за ваши лайки. А если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Кроме YouTube, я веду еще Telegram-канал, в котором публикую интересные новости и ссылки по тематике умного дома. Больше информации смотрите в описании под видео. До свидания, до новых встреч!